Алиса, стоп. Добрый вечер, мои дорогие зрители, слушатели, а также все те, кто в записи. Мы встречаемся, как обычно, по пятницам в 6 часов вечера по Москве. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю, стараясь быть вам полезным в области программирования, менеджмента, карьерного роста и в целом отношения к жизни. Поскольку философские вопросы мы особо ценим на этом стриме и вас всячески приглашаем их задавать. Вопросы задавайте в текстовом режиме, я отвечаю голосом. Отвечаю только на те вопросы, которые кажутся мне более-менее уникальными. Поскольку мы проводим подобные передачи уже не первый десяток раз, некоторые вопросы приходится исключать, потому как они повторяют то, о чем мы уже поговорили. Первый вопрос. На одном из прошлых стримов вы рассказывали про архитектуру для Wildberries на основе шины и чат-ботов. Разве концептуально это не то же самое, что и DI-контейнер в Spring? DI-контейнер в Spring это шаблон проектирования внутри одного модуля кода. А архитектура, которую мы обсуждали, касается проектирования взаимодействия модулей между собой. Вы проводите параллель и спрашиваете, не те ли же принципы лежат в основе и того, и другого. Нет, не те, потому что в архитектуре, которую предлагалось использовать для Wildberries, как большой крупной веб и мобильной системы, был язык взаимодействия внутри шины, через который модули разговаривали друг с другом, но не имели возможности напрямую выйти друг на друга. Вы думаете, можно ли такое же построить внутри модуля? Я пытаюсь сообразить. И сделать такую же шину внутри отдельно взятого модуля. Можно, но вам тогда нужен язык взаимодействия между ними. Вы не должны делать так, чтобы один модуль мог обратиться к другому и соединиться с ним жестко. А ведь именно это происходит с DI-контейнером. Вы забираете модуль B для модуля А и жестко их связываете между собой. Они начинают знать друг о друге, и больше DI-контейнер им не нужен. А в случае с архитектурой веб-системы шина остается всегда управляющим компонентом. Только через нее взаимодействие. Надеюсь, ответил. Дальше. У вас техдолг автоматически документируется и превращается в задачу. Я внедрил подход, он сильно упростил работу. Поделитесь, спрашивает зритель, какие еще автоматизации в процессе разработки дают наибольший эффект? Вы можете попробовать автоматизировать сборку CI/CD, я думаю, у вас это и так автоматизировано. И можете, наверное, попытаться автоматизировать распределение тикетов среди программистов, чтобы каждый тикет попадал в руки каждого кодера не случайным образом, а через некую логику и некий алгоритм. Но такая автоматизация мне в итоге и нашим командам в итоге не пришлась по вкусу. Опыт многолетнего внедрения такого автомата нехорошо себя показал. Что еще можно автоматизировать? У нас, вы знаете, автоматизировано не так много, но чего-то такого большого я не припомню, если честно. Есть мелкие автоматизации. Ну, например, мы автоматизируем, не знаю, переименование заголовка тикета после его принятия командой для его большего соответствия нашим правилам. Посмотрите наши репозитории, что-то внутри, может быть, придумаете, но Puzzle-Driven Development, тот, который вы упомянули, он является центральной автоматизацией, на которую мы опираемся. Дальше. Не задумывались ли вы о том, чтобы сменить профессию? Да нет, я не вижу необходимости менять, и я не думаю, что индустрия, как вы пишете, развивается странно и непредсказуемо.
Много раз вы задаете, не вы лично, а зрители спрашивают о том, не ждать ли нам кардинальных, радикальных изменений в профессии. Не вижу я предпосылок для таких опасений и ожиданий. Профессия как профессия. В любой профессии есть что-то хорошее, что-то плохое. Поменяв ее, вы получите ровно тот же комплект плюсов и минусов. Неважно, чем заниматься, важно, как это делать. Так, смогли бы вы встречаться с девушкой, спрашивает зритель Денис, которая бы программировала лучше, чем вы? Нет, ни в коем случае. Вообще сложно встречаться, мне кажется, с девушкой, которая программирует, поскольку она слишком много понимает в том, что я делаю. И не потому, что я комплексую и на этот счет, и мне будет... А потому, что она будет, мне кажется, для меня менее... И я для нее меньшей интригой, меньшей загадкой, меньше буду вызывать интерес. Будет более тесный каплинг между нами, более тесная интеграция. А тем более, если еще лучше, чем я программирую, то совсем я еще и потеряю для нее не просто интригу, как кто-то, занимающийся чем-то загадочным, а кто-то, кто сделает что-то, что способен сделать что-то сложное. А ведь это же привлекает противоположный пол, женский в данном случае. Это наша загадочность, наша сложность, наше умение делать то, чего они не умеют делать. А тут, оказывается, это как если бы встречалась бы женщина со мной, если бы я умел готовить борщ лучше, чем она. Ну, и все остальное. Получается, она потеряет сильную преимущество потеряет передо мной, да. Я могу сам все сделать лучше, чем она, и она тогда, руки опускаются. А как же его удивить и вообще, нужна ли я ему? Так, дальше. Почему такая небольшая Дания дала IT таких важных людей? Страуструб, Хейлсберг, DHH, Лердорф, Ларс Бак. Вы так эрудированы, я некоторых из них не знаю. Это климат, культура, социум или образование? Климат, наверное. Дания, холодно там, делать больше нечего, сидишь, кодишь. Думаю, так, не знаю, это, видимо, вопрос шутливый, потому и ответ такой. Дальше, что делать, если бизнес-онер не может сформулировать постановку задачи, а я одновременно архитектор и разработчик? Писать самому все суждения из разряда «ну вот так, как на созвоне обсуждали». Это типичная ситуация. Вы ничем не отличаетесь от миллионов таких же архитекторов и разработчиков, которые имеют дело с онерами, которые не то что плохо могут формулировать, а просто плохо понимают в том, что им нужно сделать. И это нормально, потому что сложно до конца представлять себе, какой нужен продукт. Это нужно быть либо каким-то совершенно талантливым человеком, которых немного, либо иметь дело с очень простым продуктом, в котором все очевидно, есть примеры, есть аналоги, делай как они, и будет ровно так же. Мы же не с этим имеем дело в основном. Поэтому вам говорят размыто, расплывчато. Вы как архитектор должны уметь и стараться выстроить границу между собой и бизнесом. Границу в виде документа, в котором описывать, что вы смогли понять из того, что бизнес вам предлагает. И каждый раз возвращать бизнес к документу. Вы поговорили на митинге, положили трубку, откройте readme файл, который у вас всегда перед вами. Внесите изменения, которые только что обсудили. И покажите тем, с кем вы разговаривали на митинге. И спросите, я правильно понял? Я вот в этом абзаце поменял и здесь пару слов переставил. Они согласятся, окей, да. Им не очень комфортно с вашим документом иметь дело, потому что мыслят они по-другому. У них не так устроен мозг, им не хочется структурированности в таком виде. Им хочется говорить с людьми. Они такие экстравертированные, более социальные существа, а вы более интровертированный и технологичный. Но вы вынуждаете их, показываете документы, просите дать некое подтверждение. Они, скрипя зубами, будут это делать. И так каждый раз, каждый раз. Этот документ должен для вас быть рубежом, неким бастионом, препятствием между ими и вами.
Тогда вы будете более-менее чувствовать себя комфортно. А если с вами поговорили на языке экстравертов, социально ориентированных существ, которые все воспринимают через эмоции, через тон голоса. И он помнит, что на митинге он повышал тон, когда говорил о качестве интерфейса. Ему казалось, что он все вам объяснил. Интерфейс должен быть качественный. Вы должны были понять, он же так напирал на слово «качественный». Все, он ушел с митинга совершенно убежденный в том, что суть передана. А вы вернулись к своим строчкам кода и не понимаете, что он имел в виду. Качественный. И вы должны это переложить и сказать, интерфейс должен там работать с такой-то скоростью. Скорость ответа должна быть не более чем 10 миллисекунд. На каждом экране должно быть не более чем 2 кнопки. Кнопки должны быть все одной формы, одного цвета, если они несут несут один и тот же смысл. Переложили на свой язык техника. А вы не перекладываете. Вы остаетесь в территории эмоций. И при следующем созвоне он, конечно же, думает, что вы с ним заодно. Вы разговаривали на одном языке в прошлый раз. И он спрашивает, ну как, получилось сделать качественный интерфейс? И вы теряетесь, и что ты имел в виду? Ну и он на вас смотрит и говорит, ты дурак, что ли, не понимаешь? Я же тебе объяснил. Разные языки. Дальше. Как вы работаете с SQL без ORM? Пишите ифы с конкатенацией строк или отдельные классы для каждого запроса? Нет, у нас отдельные классы для каждой сущности, а внутри классов ифы с конкатенацией строк. Мы строим SQL запрос как строку. Так я делаю. Если вам нужно, чтобы внутри этой строки были ифы, вы строите SQL, во-первых, это редко случается, очень редко в моей практике. SQL обычно внутри метода в классе записан неким единым образом. Там иногда бывает некая подстановка внутри SQL, иногда, может быть, он как-то варьируется, но обычно, если так происходит, значит дизайн класса не совсем верный. Лучше разнести на несколько методов, и в каждом методе, чтобы был свой запрос со своей формой, параметризированный, но не настолько вариативный, чтобы требовались ифы. Но бывают иногда внутри ифы, да, можно его несколько подправить. Вы можете сделать свой язык шаблонизации SQL запросов. Если вы уж совсем имеете дело со сложными SQL запросами, которые требуют вариативности внутри, но напишите их на языке, я не знаю, какие вы используете, Liquid, вот есть такой, для мира Ruby используется. На Liquid пишите SQL запрос с вариативностью внутри, с переменными. Ифы там будут, кейсы будут, все остальное. И собираете из шаблона в готовый SQL запрос, дальше параметризируете и отправляете. Дальше. В какой стране хотели бы жить? В свободной, технологически развитой, либеральной Южной Корее или в загнивающей концлагерной коммунистической Северной Корее? Конечно, первое. Хотел бы жить в развитой, либеральной Южной Корее. Тут даже вопросов нет, безусловно. Ну, я понимаю подвох, да, вы мне скажете, так вот и давайте топить за развитость и либеральность. Но есть версия, что развитость не является результатом либеральности. Может быть, это не следует одно из другого. Может быть, загниваемость и отсталость Северной Кореи может быть не следствие ее коммунистичности. Вот так. А может быть и следствие. Но кажется мне, что не следствие. Кажется, что другие факторы существуют, которые также оказывают влияние на технологический успех. Либеральность, то есть свобода и, в какой-то степени, может быть, надо понять, что значит свобода. Свобода, то есть безнаказанность. Наверное, вы не захотите поставить знак равенства между свободой и безнаказанностью. Вы скажете, нет,
У нас есть свобода, но у нас есть наказание за нарушение правил. Тогда я спрошу у вас, а что же такое свобода? Давайте, опять же, для того, чтобы понять сложный пример, редуцируем его до малого примера, до до малых масштабов. Возьмем масштабы семьи. И вот вы ребенок в семье. И у вас, ну, вы спросите, как лучше, в какой семье лучше расти ребенку? В которой либерально настроен отец и мать? Или в которой они, значит, устанавливают ограничения? Ну и тут вопрос, а либерально настроенный отец или мать, они будут, хоть какие-то правила у них будут, или правил совсем не будет? Можно будет смотреть телевизор до полуночи ребенку, 5-летнему? Нет, нельзя. Почему? Ну, у нас такие ограничения. Но у нас либеральная семья. Мы за либерализм, мы за свободу, свободу, свободу. Но бах, ребенка ограничивают. И говорят, вот в это время ты идешь спать. А можно ему фломастером на обоях рисовать? Нет, нельзя. Почему? У нас же либеральная семья. Мы разрешаем ребенку самовыражаться. Но обои портить нельзя. То есть я к тому, что любой либерализм, как бы он ни декларировался, он имеет все равно ограничения. И тогда возникает вопрос, может быть, говорить не о либерализме и коммунизме, как вы их поставили на разные чаши весов, а говорить о просто объеме ограничений внутри страны, внутри общества, внутри семьи. И дальше задаваться вопросом, нам нужно много ограничений или нам их нужно мало. А потом сравнивать, сколько ограничений в Северной Корее и сколько в Южной Корее. И чего они касаются, ограничения. Ну и дальше вопрос. Из-за ограничений ли, или точнее из-за уменьшения их количества происходит развитие общества? Или из-за увеличения количества ограничений? Как в семье, вернемся к малому примеру. Ребенок будет в какой семье развиваться лучше? Где он свои таланты раскроет? И где в итоге семья будет более стабильная и успешная? Где ограничений больше или где ограничений меньше? И тут пойдите к педагогам и спросите. И вам скажут, что не просто снимая количество ограничений, уменьшая их, вы получите успех. Вы получите ребенка, который действительно станет талантливым и качественным членом и общества, и семьи. Вовсе нет. Тот же Макаренко, почитайте его, он не за снятие ограничений, он наоборот за их увеличение количества. Должны быть ограничения, должна быть строгость, должны быть правила, должны быть лимиты у каждого действия. И это воспитывает личность, это делает ребенка более сильным, более ответственным, более. Не скажет вам никакой педагог, давайте давать ребенку все свободы и как можно больше. Ну, сами понимаете, во что превратится ребенок и очень быстро. А если у вас таких детей 3, то вы получите просто колонию для малолетних у себя в квартире. Очень быстро. Так что не все так просто, не так примитивно нужно сравнивать, нужно смотреть поподробнее, о чем идет речь. Дальше. Если open source проект базируется на другом open source, сочтете ли вы его честным продуктом? Или же это просто инкрементальные дополнения? Ну, все мы базируемся на чем-то. И трудно сказать, что существуют ли вообще какие-то честные, как вы сказали, продукты. Я бы не стал так оценивать и пытаться из чего-то сделать честность в этой области. Все, что вы на чем-то строите, так или иначе, копировать один к одному и потом менять заглавие и выдавать за свое, ну это нечестно. Ну так делают мало кто, и от этого успеха не получится. Так, как понять, следующий вопрос, собственный проект лучше делать как open source или сразу коммерциализировать? Опыт у меня в стартапах только инженерный, уточняет автор вопроса. Ну, в идеале, конечно, делать open source, который коммерциализируется. Делать открытое решение с дополнительными расширениями или с дополнительным функционалом, который за деньги. Это модель, на мой взгляд, максимально эффективная. Как для ваших клиентов, так и для вас, для бизнеса.
Делать полностью закрытый продукт сейчас, в 25-м году 21 века, это странно, как минимум. Так, есть ли способ отслеживать новые изменения в репозитории с LLM для отслеживания кодовой базы и оценки ее качества? Вас бы заинтересовал такой проект? Заинтересовал бы очень, но у вас не получится. Это сложный и пока, как я понимаю, нерешаемый бизнес-кейс. Потому что LLM-ки имеют достаточно ограниченное контекстное окно, в которое у вас не получится поместить весь продукт. Либо на только малых продуктах, супер малых репозиториях будет ваша система работать. Если вы сможете на больших репозиториях каким-то образом LLM-ку заставить анализировать целиком весь репозиторий из 100 тысяч строк кода, цены вам не будет. Сделайте такой продукт, я буду первый пользователь. Дальше. Ревьювил код стажеру, и он выдал фразу: «Тебе, может, мой код не нравится, а мне он нравится, я так пишу». Сталкивались ли вы с подобными прямыми конфронтациями, спрашивает автор. Сталкивались и сталкиваемся, и часто сталкиваемся, и каждый день сталкиваемся. И это хорошо еще, если касается комментариев стилистики кода. Тут можно как-то... А вот если это касается архитектуры, вам написали pull request, вы его посмотрели, объяснили, почему так делать нельзя, а вам в ответ говорят: можно, я так делаю, мы так делаем, все так делают и вообще. Я уже 10 лет программирую, я знаю как, и я уверен. Недавно был такой кейс, буквально на прошлой неделе, в одном из наших проектов на Zerocracy. Был конфликт между одним программистом, другим программистом. И ко мне один из них обратился и спросил, что делать. Вот настаивает автор pull request на том, что его решение правильное. Один только способ я знаю выхода из таких конфликтных ситуаций. Это четкая выдача мандатов на принятие технических решений. В каждом проекте должен быть архитектор. Архитектор, который является абсолютным и непререкаемым авторитетом. Не потому, что он умный, не потому, что он опытный, не потому, что мы его любим, не потому, что он давно работает с продуктом, не потому, что он прошел курсы, не потому, а потому, что ему дали мандат. Ему сказали: ты архитектор, кто-то, кто... Это может быть владелец денег, это может быть команда вся целиком, это может быть кто угодно. Но ему выдали мандат, ему выдали ксиву, с которой он ходит по репозиторию, по pull-реквестам и ставит вето или ставит подпись накладывает вето или ставит подпись под репозиториями, принимая их или отвергая. Любые обсуждения хороши до того момента, когда архитектор скажет: а теперь обсуждения закончились, и я вам говорю, как правильно. Это не важно, прав я или нет. Должны все в команде понимать, что это не принципиально. Мы не задаемся вопросом, прав ли архитектор после того, как он сказал, что будет так. Да, не прав, да, он дурак, да, он не понимает, да, это все приведет к развалу продукта, да, мы все это знаем прекрасно. Но архитектор сказал, мы принимаем. Если у вас нет такой формулы, то вы будете иметь проблемы. Вы будете постоянно в каких-то стычках, постоянно будут конфликты, люди будут недовольны друг другом, они будут подсиживать друг друга, они будут опираться на эмоции, они будут интриги как-то плести, можно так сказать. Если они знают, что нет директора. Команда без директора, или фильм без режиссера, или проект без архитектора – это развал. Так или иначе. Рано или поздно. И дело не в том, какие вы все талантливые. Вы все можете быть талантливыми девелоперами. У вас у всех большой опыт. Но это только ухудшает ситуацию. Если нет лидера формального, с мандатом, с ксивой, то чем более талантливы вы, тем быстрее развалится ваша команда. Новички, джуниоры,
уживутся вместе, если у них не будет формального лидера. Почему? Потому что они менее дерзкие, они менее уверенные в себе, они готовы сомневаться, они готовы отступать, когда их pull request не принимают. Они готовы учиться, они готовы прислушиваться. Senior девелоперы – это люди с отвратительным характером в основном. Это люди, которые звезду поймали некоторое время назад и больше никакие сомнения в душу к себе пускать не хотят. И вот у вас таких 5 человек. Без царя, без лидера. Команда развалится, проект будет расползаться. Так что, как бы это больно ни было, пишите прямо в readme файле, внутри вашего репозитория. Формально пишите. Не на митинге все собрались и сказали, кто у нас будет архитектором. Ну вот, давайте вот Вася. Вася, он молодец. Давайте Вася. И разошлись. Нет. Вася не будет до конца уверен, что он архитектор. Команда будет пытаться его сбросить с этой бочки, как пираты сбрасывают своего капитана. Пытаются сбросить. Вы должны прописать в readme файле наш архитектор, двоеточие, Вася. И когда pull request просматриваем, то идет обсуждение, спор, кто-то за, кто-то против, Вася свое мнение высказывает, туда-сюда, и в итоге вопрос, окей, как же мы делаем? И тут Вася говорит, I am the architect. Because of this, I say so. Все. Я архитектор, и поэтому я принимаю такое решение. Не потому, что, еще раз скажу, не потому, что это правильное решение. Такую аргументацию в этот момент использовать не нужно, будучи архитектором. Не нужно говорить, ребята, вы понимаете, я все-таки считаю, что это правильно. Нет, когда уже подходим к финалу, когда мы подходим к разрешению конфликта, когда мы уперлись в клинч, вошли в клинч, когда разорвать невозможно, и мы понимаем, что это два противоположных мнения, каждое из которых имеет право на жизнь, архитектор приходит и говорит, я как архитектор принимаю решение, уже не объясняя. И это правильный подход архитектора, так он должен действовать. Таким образом он расслабляет команду, таким образом он показывает обеим сторонам, что каждая из них права по-своему. Понимаете? Когда он просто достает мандат и говорит, окей, вот моя красная книжка, смотрите сюда, я главный, я здесь генерал, поэтому все закрыли рты, делаем, как я сказал. И все закроют, потому что поймут, что в данном случае он не авторитетом своим давит. Он не убеждает нас в том, что кто-то прав, а кто-то не прав. А он просто достал ксиву. Ну все, окей, мы понимаем, что в этом случае я не был неправ, если я один из участников спора. Я был прав по-своему. Ну, просто меня подавили, вот в данном случае придавили административной властью. Ну и супер. Очень мало команд так живет. Я вас призываю к тому, чтобы попробовать у себя в команде завести роль формального архитектора. Это не значит, я сори, что я по этой теме так топчусь, но это важно. Это не значит, что с архитектором никто не может спорить. Это не значит, что с архитектором не разговаривают. Это не значит, что он сидит в углу и оттуда кричит, как правильно. Он такой же член команды. Он так же, как и вы, общается, он обсуждает, он предлагает свои решения. Но когда мы входим в клинч, когда у нас тупиковая ситуация, мы его зовем, и он разрешает ее. Вот он для чего нужен. Как арбитр, как судья, с которым не спорят. Как в спорте. С судьей не спорят. Знаете, такая расхожая спортивная фраза. Это не значит, что судья всегда прав. Мы не говорим, судья всегда прав. Мы говорим, с судьей не спорят. Это не значит, что он лучше видел, куда попал мяч. Да, мяч попал в линию, а судья говорит аут. С судьей не спорят. Сказал аут, значит аут. Он имеет право ошибаться, но как он сказал, так и будет. Для этого и нужен судья в спорте. Чтобы даже когда мяч попал в линию, и все думают, что он в линию, и одна сторона с пеной у рта доказывает, что он попал в поле, а судья говорит аут. Все, мы проходим дальше и играем дальше. Понятно? Так вы должны быть и в вашем проекте. Дальше вопрос. Как с подходом Zerocracy рассчитать срок выполнения проекта, чтобы назвать его заказчику? А как без подхода Zerocracy вы рассчитываете срок выполнения проекта и называете его заказчику? Мне вот интересно.
У вас есть какой-то магический метод, который, может быть, я не знаю его. Как вы делаете? А я вам скажу, как вы делаете. Вы садитесь в кружочек и начинаете выдумывать срок окончания проекта. Может быть, вы используете какой-нибудь planning poker, да, как магический ритуал. Может быть, вы используете более классические методы оценки по 3 точкам и все остальное. Но это все равно гадание на кофейной гуще. Вы все равно пытаетесь угадать, какое будущее нас ждет. Вы опираетесь на цифры. Или нет. Или вы опираетесь на свои ощущения. Вы спрашиваете: Вася, сколько тебе еще? Он говорит: ну, недельки 3. И он забыл при этом, что у него отпуск через неделю. Потом: Петя, сколько тебе еще? Ну, месяцок. И он забыл при этом, что он не знает, как решить одну из задач. Не знает. Поэтому это месяцок или годик, неизвестно. Но ему хочется, чтобы месяцок. Вот они вам сказали, сообщили 2 свои оценки. Вы их сложили вместе, пошли к заказчику и сказали: 24 дня. Ну. А мы что делаем в Zerocracy? А мы не спрашиваем ни у Пети, ни у Васи. Мы опираемся только на цифры. Нам не важно, что думает Вася, что думает Петя. Мы смотрим на то, как Вася кодил последние полгода. И смотрим на то, как Петя кодил последние полгода. Но не то, как он кодил, так сказать, с эмоциональной точки зрения. Как он на кухню ходил и какой кофе он заваривал. А мы смотрим на его метрики, на статистику. Смотрим на цифры, на то, сколько строчек кода он написал, на то, сколько он тикетов закрыл, с какой скоростью он закрывал тикеты, сколько технического долга он оставлял. Все эти цифры у нас в руках. И тут заказчик спрашивает: сколько осталось, сколько еще будет кодить Вася. Мы все собираем вместе, смотрим опять же на скорость коммитов, на скорость контрибьюшена, на скорость закрытия тикетов, на все метрики, которые перед нами. И по формуле предлагаем увидеть будущее. Оно будет таковым. Все. Вот разница между нашим подходом и вашим условно. Вы опираетесь на мнение людей. Это самая неверная и самая ненадежная опора. Дальше. Начал писать тесты и не понимаю, в чем заключается удовольствие. Тест прошел и ладно, пишет нам автор вопроса. Например, добавляю функционал, и он работает. Вот это удовольствие. В тестах пока его не нахожу. Ну, предполагаю, что вы junior-девелопер, и это только начало вашего пути. Вы просто еще не знаете, что такое неудовольствие. Когда вы добавляете функционал, он работает, потом он уходит заказчику, и там не работает. Вот тут вы встретитесь с еще одним ощущением, которое пока у вас на работе не присутствует. А потом будет еще одно ощущение, когда вы добавляете функционал, а он не добавляется. Вы добавляете, а он не работает. А вам кажется, что он должен работать. А потом вы добавляете, а другой функционал, который вы вчера добавили, он перестает работать. А потом вы добавляете в 2 места один и тот же функционал и понимаете, что в 3 место забыли добавить. Но код уже ушел в продакшн. И у вас растет размер хаоса изо дня в день. Все больше и больше становится непонятного в проекте, все больше ненадежного, все более опасно вносить какие-либо изменения становится. И через некоторое время вы просто будете с ужасом открывать каждый файл проекта, понимая, что написав одну строчку сюда, вы где-то что-то неизбежно сломаете. Причем где и что и почему вы даже не можете объяснить. В итоге вы бросаете проект, переходите к следующему. Но, скорее всего, вы junior-девелопер, вы еще пока не бросали проекты, либо не доходили до точки неконтролируемого хаоса. Это с опытом придет, вы увидите, что бывает с проектами, когда с ними несколько лет работать без тестов. В какое состояние они приходят и как из этого состояния практически невозможно выбраться без боли массивного рефакторинга. Так, пожалуйста, посоветуйте книги по ООП.
сложно посоветовать что-то хорошее по ООП. Думаю, что вам нужно просто прочитать много про всякое ООП, а потом прочитать Elegant Objects. Ну, вы сказали, что вы уже прочитали Elegant Objects. Ну, я не знаю. Я потому и писал Elegant Objects, потому что нечего было мне читать про ООП. Если бы уже было написано, я бы его не писал. Я бы не имел такой ни задачи, ни результата бы не получил. Так, дальше вопрос. Возможно ли создать универсальный язык программирования высокого уровня? Я думаю, что все языки программирования к этому сейчас стремятся. И все языки программирования становятся похожи один на другой. Сейчас кажется, что уникальных и отдельно стоящих языков, претендующих на такую какую-то уникальность и одновременно с этим еще и универсальность, не существует. К сожалению. А можно ли создать универсальный язык? Ну, можно, да, если создать универсального программиста. А универсальный программист — это тот, который умеет писать на универсальном языке. А это, в принципе, то, к чему в итоге программисты и придут. Мы все будем универсальными. Мы будем знать одни и те же парадигмы программирования. Одна и та же Java у нас будет в голове вместе с PHP. И нас невозможно будет убедить в чем-то другом. Уже сейчас именно так программисты и выглядят. Они в каждом языке программирования ждут всех фич, которые они видели во всех остальных языках. А языки под это подстраиваются. Там есть лямбда выражение. И Java тоже будет иметь лямбда выражение. Там есть корутины. И мы будем иметь корутины. Там есть не знаю, дженерики, и мы хотим дженерики себе. Там есть типы, и мы типы себе внедрим. Вот PHP вам пример. Там есть классы, и PHP себе классы внедрил. И всякие перлы, и все остальные. У перла не было классов, появились классы. Ну, это когда-то давно было. У PHP не было классов, внедрили классы. Аннотации типов отсутствовали, внедрили. Зачем это делается? Чтобы дать среднему программисту среднее удовольствие. Так, это я уже брюзжать начал. Дальше. Работаю в open source. И иногда хочется прекратить, потому что pull-реквесты месяцами не мержатся и нет фидбэка. У вас в том числе. Как часто нужно пинговать создателей репозиториев? Пинговать нужно максимально интенсивно. Никто за вас это делать не будет, и никому вы не нужны в open source. И в этом и недостаток, и достоинство open source разработки. С одной стороны, нам на вас наплевать, с другой стороны, и вам на нас наплевать. Никто вас не заставляет программировать, никто не устанавливает дедлайны, никто вас не будет ругать за pull-request, который вы сделали. Мы долго его ревьювили, а потом вы его бросили и закрыли. Мы потеряли время, ну и вы ничего не получили. Но и мы ничего не получили. Более того, мы вас еще тут тренировали, учили, обучали, а вы ушли. И не закончили pull-request. Вот вам либерализм и свобода, о которой говорили выше. Хотите свободу? Open source – максимальная свобода. Кому-то это не нравится, но кому-то это наоборот по душе. Пингуйте. Считайте, что вы предоставлены сами себе. Пишите интенсивно, настаивайте, дергайте людей. И это вам только будет в пользу, и нам тоже в пользу. Потому что мы видим в вас заинтересованность. Я совершенно никогда не обижаюсь на девелопера, если он меня внутри тикета, внутри GitHub репозитория интенсивно мучает и заставляет посмотреть на тот код, который он написал. Супер. Для меня это человек, который вносит энергию в проект. Он дает мне что-то, я с удовольствием буду брать. Ни в коем случае не стесняйтесь. Вы этим никак себя не дискредитируете. А вот если вы себя ведете пассивно, тихо, сделали pull request и тишина. И я должен найти этот pull request, я должен его увидеть в нотификациях, я должен открыть, сообразить, что он уже готов для ревью и начать его ревьюить. Вот это поведение, оно такое неэтичное, я бы даже сказал, с вашей стороны. Вы сделали pull request, найдите, кто архитектор в репозитории. Напишите ему туда лично, в GitHub переписке. Не пишите ему, конечно, на e-mail. А внутри тикета напишите: Джон, я сделал pull request, он готов для ревью, пожалуйста, посмотри.
Джон не отвечает. Напишите другому, кто тоже контрибьютор в этом репозитории. Напишите Вася. Джон почему-то молчит. Ты посмотри. Мне это очень важно. Я старался. Я вам прислал pull request. Где вы там? Ау. Это правильное поведение девелопера. А некоторые прислали и тишина, и молчок. Он даже меня там не указал в pull request. Как я его буду искать? С чего вдруг? Ко мне приходят десятки pull requestов в день. Ну, я просто пропущу его случайно. Он будет висеть там неделями. И вам это не нужно. И вы там ничего не делаете. Ну и мне это не нужно. Я пропускаю. Безразличие – это один из смертных грехов. Я был на спектакле недавно, такой мюзикл, и там была постановка в формате танцы, песни, 7 грехов. Классические 7 грехов, и в конце 8. И вот мы всю постановку гадали, какой же будет 8 грех. И оказалось безразличие. Мне понравилась задумка. Безразличие действительно это грех. Не демонстрируйте его в программировании так точно. Дальше. Кому вы можете посоветовать свои курсы из блога, которые вы читаете в университете? Есть ли практические упражнения к ним? Практических упражнений там нет, но посоветовать могу студентам, те, которые молодым программистам. Я ориентируюсь на них. У меня не получается делать контент для senior-девелоперов. Ну, такой вот видеоконтент, доступный контент. Кажется мне, что я их больше задеваю, их эго и их самолюбие своим контентом, чем обучаю. Я не против задевать самолюбие. Я студентов тоже задеваю. Я им говорю прямо, что я про них думаю, и про их убеждения, и про их стандарты программирования, например. Но как будто бы молодежь легче адаптируется, вслушивается, может быть, из-за разницы в возрасте. Но когда то же самое даешь уже взрослому программисту, это вызывает в основном негатив. Дальше. Какую роль занимает семья в жизни человека? Именно семья, а не родственники. Так, ну давайте этот вопрос перенесем в конец нашего эфира, назовем его философским и на него в конце ответим по традиции. Дальше. В команде я единственная девушка. Это автор вопроса пишет. Коллеги токсичные. Двоеточие. Подкалывают, принижают заслуги, иногда выдают их за свои. Не говоря уже о стиле общения, с матами и оскорблениями. Как вести себя с такими людьми? Ну, это даже более, наверное, философский вопрос, чем предыдущий. Ну, давайте попытаемся убрать из этого вопроса сначала гендерную составляющую и представим, что вы просто человек, мужчина, например, и в вашей команде вот так себя ведут люди, вас подкалывают и принижают ваши заслуги и разговаривают с вами неуважительно. Как вести себя с такими людьми? Не знаю, как вести с такими людьми. Думаю, что как-то вот на прошлом стриме, по-моему, тоже вопрос о хамстве поднимался. Я тогда посоветовал, что против хамства можно только хамством действовать, только силой, агрессией, но удвоенной, более мощной, чем ту, которую вам дают в вашу сторону. Вот. Но здесь идет речь не об одном хаме, а о целом устоявшемся стандарте поведения внутри команды. Видимо, им всем так вот окей, вот если они так себя ведут. Им всем это так или иначе комфортно. Ну, может быть, если это явление такое общекомандное, то такой буллинг получается, причем со стороны всех, против одного человека. Но думаю, что надо себе поискать защиту какую-то. Нужно поискать кого-то одного, может быть, вне команды, с кем сблизиться, на кого опереться. Причем лучше, если это будет какая-то властная фигура. Допустим, начальник ваш. Или из соседнего подразделения начальник. Это пока сейчас без гендерного. Представим, что мы не знаем, девушка вы или нет. Ну, просто некий человек. Я бы советовал ему поискать опору.
Вы должны быть, иметь некую защиту. Не в том плане, что кто-то придет и будет морду бить за вас, а должно быть ощущение и у вас внутри, и у них, что вы человек, принадлежащий группе, и в этой группе есть сильные люди, более властные, более сильные, старше, чем они, например. И вы к этой группе принадлежите. Ну, например, попытайтесь походить, пообедать с более старшими товарищами. Это будет заметно, все поймут, и немножко снизится градус агрессии в вашу сторону. В школе так часто действовать, как я помню, можно было. Там, старшего брата приводить или просто наличие старшего брата в старшем классе уже делало позицию младшего брата более устойчивой в его среде. Все знали, у него старший брат там в 6 классе, а сам он во 2. И вот он маленький, во 2 классе, там ему 7 лет, но у него брат в 6 классе. Казалось бы, да, этот брат, он, может быть, и не будет приходить и по носу давать 6-леткам или 7-леткам. Но эти 7-летки знают, что вот у него старший брат есть. У вас тоже должен появиться старший брат. Давайте вернемся к тому, что вы девушка. Попробуйте свое поведение изменить на более уважительное. Причем подчеркнуто более уважительное. Ну, например, начните называть их на «вы». Всех вот ваших коллег называйте их на «вы». Раньше это был Вася и Петя, а теперь это «вы». Вася, вы подготовили? У вас получилось закончить задачу? Вы мне pull-request прислали? Спасибо, я посмотрю. Пускай с улыбкой даже. Пускай это будет смотреться странно немножко поначалу, что вы так их немного отстранились и даже вычурно отстранились. Почему вдруг на «вы»? Вы раньше были друзья, ходили вместе обедать, и тут вдруг вот такое отстранение. Вот включите такой режим и посмотрите, что будет. Будет сложнее переходить на «вы». Подпустили их слишком близко. Они думают, что... во-первых, вы должны понимать, что если с вами, как с девушкой, вас подкалывают и принижают заслуги, в этом много сексуальной энергии. Они вас хотят, условно говоря. Они к вам испытывают влечение. Но выразить это не могут прямым способом. Они не могут вам цветы подарить и в кино позвать. По каким-то причинам. То ли стесняются, то ли у них уже есть другая девушка, допустим, но новая всегда привлекает так или иначе. То ли у них не хватает интереса, может быть, к вам. То есть некое влечение есть, но до конца оно не проявляется. То есть он не хочет с вами в кино идти, потому что вы ему не на 100% нравитесь. Но вы все равно девушка. И все равно сексуальный импульс, он присутствует. Как его выражать? Это как в 5 классе мы дергали девочек за косички. Она могла вернуться домой и рассказать маме, что меня обижают в классе. Но умная мама понимает, что ее не обижают, ее сексуально домогаются. Просто мальчики еще пока не могут выразить это в цветах и в предложении руки и сердца. Потому что им мало лет, им всем там по 10 лет, по 11. Но у него уже импульс формируется. И он подходит и девочку дернул и убежал. Зачем он это сделал? Это что, буллинг? Это что у него... агрессия? Нет. Любой детский психолог вам объяснит, что это он неплохо он ей хочет сделать. Он наоборот, она ему нравится. Но так же и вы. К вам есть интерес у ваших коллег. И он в такой первертированной, такой детской форме выражается. Такой, ребяческой. Отстранитесь, скажите кому-нибудь на «вы». Либо еще один способ, перейдите на выявите сексуальный контекст. То есть, когда они, например, говорят при вас, нецензурную лексику используют, то спросите, что вы имеете в виду. Вот это слово вы сказали, и вы понимаете сексуальный его смысл. То есть, выведите их на чистую воду когда-нибудь, однажды. Покажите, что вы понимаете, что у него проблема в штанах, а не она существует. Что значит, что у него там есть некая неразрешенность. И покажите это. Прямым текстом как-то так. Зацепите и покажите, что вам-то понятно, от чего они вас цепляют. Вот ты конкретно, мы понимаем, почему ты... Я понимаю, скажите. Не говорите «я понимаю», но через шутку, но обозначьте, что вы не 2 программиста, что вы женщина, а он мужчина. В классическом варианте люди в современных офисах стирают разницу. И кажется, что мы все люди. Но это неправда. Это неестественно, это неприродно. Мы все равно в первую очередь женщина и мужчина.
У нас в первую очередь разное устройство половых органов. И это более важно, чем то, хороший я программист или плохой. То, что вы Java программист, а я Python программист, это куда менее важно, чем то, что вы женщина, а я мужчина. Что бы нам ни говорили все коучи по diversity и equality, это все ерунда. Тело наше и биология первично, все, чем первичнее, чем все остальное. И вот, а это скрыто, это подавлено. Перед вами он сидит, ему запретили видеть в вас женщину, а вам запретили видеть в нем мужчину. Это такой стандартный офисный запрет. Снимите этот запрет на некоторое время. Покажите, что вы понимаете, что он мужчина и что он вас пытается домогаться. И вас это не в негативном смысле. Не скажите там «прекрати меня домогаться», а покажите, что вы понимаете, что происходит. Он сказал что-нибудь, а вы ему скажите: это тебе моя просто прическа сегодня очень нравится. Оп! И он попал в неудобное положение. Он сконфузится. Его вывели на чистую воду. Ему показали, что он на самом деле хочет. Так, такой вам небольшой тренинг по поведению в офисе. Дальше. Как правильно уволиться, когда ты незаменимый специалист в своей области? Ну, перерезать все провода в серверный, удалить данные, закоммитить в мастер-бранч, причем закоммитить force-push сделать в мастер-бранч, чтобы все предыдущие изменения были удалены. Ну и, наверное, какое-нибудь написать большое письмо на общую рассылку, где рассказать все секреты, к которым вы имели доступ, рассказать, кто с кем спит, кто какие проекты неправильно вел, кто где что нарушал, то есть максимально сделать тотальный дэмэдж и потом уйти. Я думаю, как-то так нужно увольняться. Ну, я шучу, конечно, это сарказм. И просто я не до конца понял ваш вопрос, что такое правильно уволиться, если ты незаменимый. Вы, наверное, имеете в виду, как вам уволиться, если вы понимаете, что ваше увольнение приведет к проблемам. Вы незаменимый, значит, вы за что-то отвечаете, что бросить нельзя. Но увольняться нужно, потому что есть более дорогой оффер. Ну, как? Это, наверное, классический вопрос. Вы должны сделать так, чтобы ваши знания, чтобы вы перестали быть незаменимым. Но это нужно было делать до увольнения, конечно, и не один день. Писать документацию, автоматизировать процедуры, писать юнит-тесты, уходить из проекта постепенно в техническом плане и оставаться в нем уже как легкозаменимый элемент. Хороший программист, он хочет быть заменимым. Хороший программист, он получает удовольствие от того, что его роль в проекте не критическая. Он видит, как другие контрибьютят, он видит, как другие работают, он тоже работает в некой части, но с удовольствием наблюдает за тем, как работа автоматизирована и ни на ком одном не завязана. Если у вас такого нет уже, то вы как специалист уже подкачали. Конечно, быстро это не сделать. Не привести ситуацию к такой незаменимости, к такой заменимости вас как специалиста. Дальше. Насколько сейчас жива идея «все, что угодно, как код», as a code? Есть ощущение, что идея мертва. Нет, не мертва, наоборот. У меня есть ощущение, что эта идея только все активнее и активнее развивается. По крайней мере, в наших проектах все именно так. Я вижу, что я в прошлом стриме рассказывал. Вы не должны в идеальном мире вообще использовать терминал, например, для доступа к серверам. Вы не должны использовать SQL-консоль для доступа к базе данных. Я SQL-консоль последний раз использовал года 3 назад. Может быть, даже 4. Я уже не помню, как ее запускать. У меня ее даже нет на ноуте. Я никогда не хожу в базу данных и не делаю там SQL-запросы. В принципе, такой активности у меня нет. Все происходит через
Liquid-based скрипты, которые тестируются локально, потом накатываются на базу данных в автоматическом режиме. Я даже боюсь трогать базу данных, я боюсь туда заходить. То же самое должно быть с клауд-системами, с серверами, со всем остальным. Идея живее всех остальных идей. Дальше вопрос, как перестать сильно ревьювить? Я являюсь человеком, который решает, что будет вливаться в репозиторий. Из-за этого очень подробно смотрю код и пишу много комментов. Иногда как даже мелких, таких как порядок полей. Но вы просто прекрасный сотрудник, и я бы с удовольствием такого человека имел бы у себя в команде. К сожалению, у нас нет таких, и мы все халтурим и ревьюем плохо. Включая меня, из меня очень плохой ревьювер. И мы даже, знаете, что сделали? Вот недавно столкнулись с проблемой, буквально на днях. У нас был рефакторинг, достаточно крупный, сделан несколько месяцев назад в репозитории. Сделан был одним большим pull-реквестом. В нем было под 2000 hits of code. Это крупный очень pull-реквест. Было 2 ревьювера на pull-реквесте. И оба ревьювера сказали окей. Потом была сборка автоматическая. Все тесты прошли. В итоге все 2000 строк легли в репозиторий. Прошло 2 месяца, и мы поняли, что рефакторингом мы сильно навредили репозиторию. Сделаны были неправильные изменения. В чем проблема? Тесты прошли. Ревью, сделали мы ревью. Как предотвратить такие ситуации? Как сделать так, чтобы такого не случалось? Мы долго думали, несколько дней разбирались, анализировали и пришли к выводу. Я вам сейчас расскажу, к какому, но сначала расскажу, как мы думали. Мы задавались вопросом, почему мы не сделали реджект? Ведь мы же понимаем, о чем был код. Мы посмотрели на pull request сейчас и увидели, что там действительно были ошибки, которые можно было увидеть. Почему 2 ревьювера, один из них я, не увидел проблемы? Потому что слишком много изменений, слишком большой pull request, 2000 строк кода и при этом зеленый билд. То есть мы смотрим на 2000 строк, нам лень вникать, что произошло. И при этом нас еще соблазняет зеленый пайплайн зеленого цвета, который показывает, что все 1500 тестов, которые у нас в репозитории, все зеленые. Как мог ошибиться человек, изменив 2000 строк кода, при этом не навредив ни одному тесту? Невозможно, да? Это, скорее всего, все хорошо с pull реквестом. Нет, там какой-то спагетти код был добавлен, который в итоге сломал дизайн. Почему не отреджектили? Потому что жалко человека. Человек писал 2000 строк, старался, у него все получилось. И тут прихожу я, ревьювер, и говорю, слушай, у тебя слишком большой pull request, мне лень его смотреть. А именно такой ответ должен был бы быть. Мне лень его смотреть, я не буду смотреть твой pull request, потому что он слишком большой. Но это надо быть очень социопатичным, мне кажется, и таким, даже может быть психопатичным ревьювером. Может быть, вы как раз такой, и это хорошо, если вы такой. Хорошо, если у вас есть на это смелость и энергия так отвечать. Но мы так не сделали. Что мы в итоге решили делать? Мы в репозитории добавили автоматический чекер внутрь CI пайплайна, который смотрит на размер pull реквеста, и если он больше, чем 200 строк кода, то автоматически красный цвет на CI сборке. К чему это приведет? Человек пришлет pull request, у него будет красным цветом гореть сборка, и он даже не стартует процедуру код-ревью. Он сам поймет, что его даже ревьювить не будут, потому что сборка-то не проходит. И он, не натыкаясь на человеческий фактор, не требуя от нас посмотреть руками и не ожидая, что мы жалость проявим, он просто вынужден будет дорабатывать. А как дорабатывать? Уменьшать размер pull реквеста, снижать его сложность через уменьшение размера. Почему мы не додумались до этой техники за последние 10 лет? Почему я не сообразил это сделать, не знаю. Сейчас я собираюсь добавить такой чекер, он у нас уже пару дней работает в одном репозитории. Я добавлю его во все свои репозитории, и это будет автоматический реджект pull реквестов на границе 200 строк кода. Причем плагин для этого я нашел в open source. Люди его уже сделали, не нужно писать его самостоятельно, просто добавить и
И все работает. Я в Твиттере у себя ссылку на него дал вчера утром, по-моему, или позавчера. Отвечая на ваш вопрос, как перестать сильно ревьюить? Ни в коем случае не переставайте. Чем более вы тщательно ревьюете, тем больше пользы вы приносите команде. Я тут не вижу никаких противоречий. Если бы тебе поставили задачу, спрашивает зритель, за 2-3 недели нанять команду из 3-4 разрабов уровня middle senior, чтобы они давали результат. Как бы ты организовал процесс? Что бы ты поручил HR в этом случае? За 2-3 недели нанять команду из 3-4 разрабов, чтобы они давали результат. Ну, как бы я это делал? Ну, написал бы в свой телеграм-канал: здравствуйте, ребята, мне нужно 3-4 разраба прямо сейчас, плачу столько-то. Они бы написали мне десятки, там несколько десятков писем я бы получил. Я бы посмотрел на их послужной список, где они работали. Ну и взял бы. Ну, это все какая-то грустная история, унылая, потому что вы не объяснили, как ими управлять потом. Если это традиционный процесс менеджмента, и мне нужно будет им платить ежемесячную зарплату, то за 2-3 недели крайне сложно нанять, потому что придется делать длинное интервью. Я не знаю, у меня не получалось никогда в жизни нанять на full тайм человека за 2-3 недели. Он только 2-3 недели будет увольняться с прошлого места работы. Это в лучшем случае 2-3 недели, а то и 2-3 месяца. Так обычно не происходит. Люди не переходят так быстро, если это качественные люди. Вам придется с ними долго разговаривать, еще и уговаривать их к вам пойти. Вот. Если это zerocracy менеджмент, как у нас работает, то команду из 3-4 разрабов можно найти за 2-3 часа, а то и за 2-3 минуты. Главное, чтобы были деньги. Публикуется проект, приглашаются люди, и люди сразу стартуют и сразу начинают программировать. И их не нужно тестировать, их не нужно. HR здесь вообще не нужен. Зачем мне HR? Зачем мне эта прослойка? У меня есть проект, у меня есть деньги, у меня есть задачи, есть бэклог. И у меня есть девелоперы, которые в нашем Zerocracy телеграм-чате, их там 600 человек. Публикуем в чате объявление и говорим, что бэклог открыт, деньги готовы, открывай любую задачу, решай, зарабатывай. Все. Зачем мне знать, что их будет 3 или 4 человека? Почему не 30 или 40? Какая мне разница? У меня есть определенный объем денег, выделенный. У меня есть 100 задач в бэклоге, которые нужно решить. Хорошо, вы скажете, у меня нет 100 задач, вы только стартуете. Хорошо, у вас 3 задачи в бэклоге. Есть же какой-то архитектор у продукта. Вот вы, наверное, и архитектор в этом кейсе. У вас есть понимание, какие задачи нужно решать. Вы уже, наверное, архитектуру набросали. У вас есть некий скелет. Дальше вам нужно, чтобы кодеры добавляли мясо, добавляли на архитектуру функционал. Ну, пишите им в бэклог тикеты один за другим, по 20 штук в день. Растет бэклог. С другой стороны заходят кодеры, открывают бэклог и коммитят деньги им, код вам, и поехали. Не нужно никого нанимать. Зачем их прям нанимать? Вы хотите, чтобы они у вас в офисе сидели? Зачем? Так, дальше. Вопрос. Вы тимлид в Huawei, пишет мне автор вопроса. Как много созвонов и менеджерской деятельности в вашем распорядке дня? Замечаю, что почти все тимлиды больше походят на проект-менеджера, чем больше походят на PM, только технические. Нет, у нас как раз там, где я работаю в Huawei, у нас не так уж много созвонов и менеджерской деятельности. Но это потому, что я не на такой высокой менеджерской позиции. Чем позиция выше, тем, к сожалению, больше созвонов и вот этой деятельности по переливанию из пустого в порожнее. Но это в любых компаниях так. В любых больших компаниях менеджмент в основном о том, как урезонивать большие массы народу. Не о том, как результат достигать, не о том, как код писать, не о том, как внедрять что-то, а о том, как большими толпами управлять, как делать так, чтобы 200 человек примерно в том же объеме до конца года остались в этом офисе. Вот такая задача. Она не касается
Java кодинга. Она касается people management. И чем выше вы по иерархии, тем больше вы занимаетесь people management. И тем меньше вас касается архитектура систем, которые вы строите. Хорошо это или плохо, мы много раз обсуждали. В моем мире это плохо. Я считаю это всех менеджеров, чем выше они по иерархии, тем более бесполезными существами и тем более невыгодными ни проекту, ни заказчику, ни вообще экосистеме в целом. Но они очень живучие гады, такие паразиты, и от них невозможно избавиться. У них очень много времени на people management, они не кодят, они не занимаются сложными задачами, они не устанавливают Postgres на сервера. Это все рабы делают более низкого уровня. А они этими рабами, на них сидят на наших шеях и нас эксплуатируют. Им это можно, потому что у них время на это есть. Они только и делают, что разговаривают, сидят на митингах друг с другом, перешептываются, переглядываются, перенюхиваются, перецеловываются. Это их жизнь. И вы, подняв голову от своего Java кодинга на полчаса в день, попытаясь с ними как-то бороться, проиграете. И попасть в их команду для многих мечта, для многих кодеров. Потому что наконец-то вы не будете в этом legacy коде копаться, наконец-то вас оставят в покое с этими юнит-тестами, со всей этой технической головной болью, и вы наконец-то сядете в кресло CTO, перед вами будут рассаживаться по 15 раз в день какие-то группы каких-то кодеров, что-то рассказывать, вы будете долго и внимательно их выслушивать, давать свои очень умные советы, грамотные, и деградировать изо дня в день, становиться все тупее, тупее, все менее компетентным в технической сфере. И потом пенсия, золотой парашют, и вы на дачу выращивать помидоры. Так, дальше вопрос. Не могу больше года работать в компании. Становится скучно. Проблема во мне или в компаниях? Проблема в вас. Потому что вы не подходите под систему. Я вам много раз говорил, не обвиняйте систему, обвиняйте себя. Система лучше знает. Компания лучше знает, менеджмент лучше знает, начальство лучше знает. То, что вас окружает, это данность, которая была до вас и будет после вас. Если вы будете пытаться найти недостатки в системе и еще и пытаться их исправить, вы сгорите. Если вам что-то не подходит, если вы видите, что вы не уживаетесь, значит дефект в вас. Вы можете написать книгу о том, какие отвратительные системы. Да. Можете стать философом, можете ее даже опубликовать. Но это не относится никак к вашей практической ситуации. На практике вы будете оставаться лузером, который меняет компанию каждый год и при этом находится в постоянной саморефлексии на этот счет и неуверенности от того, что с ним что-то не так. Так, давайте еще один вопрос и заканчиваем. Так, опять про девушек. В одном видео вы упомянули, что не встречаетесь без четкой повестки. Разве что если симпатичная девушка. Как к таким ситуациям относится ваша вторая половинка и как избегать ревности? Никак не избежите вы ревности. Женщина, by design, будет ревновать и должна ревновать. Если женщина не ревнует, то значит она... что-то с ней не так. Это странно, если ревности нет. Ревность связана, как я это понимаю, женская ревность связана с борьбой за ресурсы. Женщина видит в мужчине, как бы, что бы она ни говорила и как бы это ни формулировала, но в первую очередь мы источник ресурсов. Мужчина для женщины это поставщик ресурсов, как для вас начальник. Вы ходите к начальнику, что бы он вам ни говорил, и как бы вы ему ни рассказывали, что вы друзья, что вы любите друг друга, уважаете друг друга, он для вас банкомат, он для вас источник денег. Вы ходите к нему отбирать у него деньги с определенной периодичностью. Да, для этого вам нужно станцевать ламбаду перед ним и сделать вид, что вы Java-программист, сделать вид, что вы лояльны, сделать вид, что вы цените интересы компании. Но все это, вы понимаете, все это в той или иной степени лицемерие. В реальности деньги давай, даешь,
любовь будет. Не даешь, расходимся. Также точно работает с женщиной. Вы для нее источник ресурсов, все остальное вторично. Любовь, радость совместного бытия, духовная близость и все остальное. Перестаньте быть источником ресурсов, и вы увидите, где будет ваша женщина через некоторое время. И поэтому она держится за вас. И как только вы начинаете смотреть в сторону, даже по телевизору, на Монику Белуччи, и она вам нравится, то для женщины это сигнал, опасность. Он, возможно, ресурсы начнет отдавать Монике Белуччи. Да, может быть, Монике не будет отдавать. Ваша жена похихикает. Но обиду затаит. Но даже не обиду, она даже, может быть, не обида это будет, а будет сигнал для нее. Она настороже будет, настороженность появится. Значит, он возможно, рассматривает какую-то Белуччи там, как вариант. Ну, вы должны делать так, чтобы снижать объем стресса, который возникает в вашей женщине, но не до конца. Если совсем его не будет, если вы дадите женщине полную, стопроцентную гарантию, что никакая Моника Белуччи вас не интересует, то, почитайте любого тренера по пикапу, это тоже ни к чему хорошему не приведет, потому что исчезнет у нее это ощущение и этот огонек, пропадет. Если она абсолютно убеждена в том, что банкомат дает всегда деньги, сколько раз к нему не подойди, то захочется поискать что-нибудь поинтереснее, какие-то эмоции на стороне, где все-таки нужно побороться за банкомат, хоть немножко, сделать какую-то игру, станцевать эту самую ламбаду, чтобы он дал вам следующую банкноту. Так, опять вопрос, что вы оставите для будущего после себя. Книгу свою оставлю. Вот вы пришли сюда меня слушать, вы же что-то про меня прочитали, мой контент прочитали, вот я его и оставлю. Так. Все, давайте вернемся к вопросу, который мы оставили как философский. Я его вам прочитаю еще раз. Какую роль занимает семья в жизни человека? Именно семья, а не родственники. Задают нам вопрос наши слушатели. Я думаю, что в современном обществе семья и какой бы формы она ни была, то ли это семья 2 человека, то ли это семья 9 человек, из которых там 3 детей, 2 бабушки, 3 дедушки и муж и жена. Это объединение людей друг с другом для того, чтобы компенсировать друг другу недостатки того, что у каждого из нас есть. Мы чего-то всегда не имеем, чего-то нам не хватает. Одному не хватает мозгов, другому не хватает денег, третьему не хватает тепла, его в детстве недолюбили, четвертому не хватает, наоборот, хорошенько встряски и эмоциональных качелей, как сейчас говорят. Мы ищем тех, кто нам это даст. И ищем максимально дешевый вариант пытаемся найти. Такой, в хорошем смысле, дешевый. То есть, если, допустим, вам, не знаю, важно, чтобы рядом с вами была красивая девушка. Вот чего-то вам в детстве не хватило, и вы остались с ощущением, что не хватает вам красоты женской рядом. Вы хотите ее найти. Вы встречаете девушку, и вам очень важно, чтобы она была красивая. Не так важно, какой она человек, не так важно, какой борщ она готовит. Вам важно, чтобы ноги длинные и красавица. Окей, вы ее взяли. И тут возникает вопрос, а завтра будет она такая же красавица и тоже рядом со мной? И вы пытаетесь ответ на этот вопрос найти максимально дешевым способом. Потому что, наверное, самый дорогой способ – это иметь такую красавицу каждый день новую. Каждый день у вас будет новая, и она еще будет лучше, чем предыдущая. Еще более красивая. Но это дорого очень. Вы не потянете такую историю. Поэтому вы берете одну и пытаетесь с ней договориться. Может быть, не напрямую, но пытаетесь договориться, ее склонить к тому, чтобы она вам отдавала свою красоту долго и как можно дешевле. У вас появляется семья. Окей, я тебе буду мужем, мы с тобой поженимся.
Я буду с тобой делить ресурсы, а ты, ну понятно, ты красавица. Ну если, опять же говорю, если это ваш вариант. Вот у вас получилась семья. Она тоже придет с каким-то запросом. У нее тоже чего-то ей не хватает. Например, ей не хватает, не знаю, денег. Или ей не хватает, может быть, она красавица и богатая. Тогда вопрос к вам: окей, чего же ей не хватает, почему она с вами? Ну, что-то тоже ей нужно. Может быть, какие-то ваши физиологические особенности ее очень привлекают. И вы на этом обмене строите семью. Пока вы друг другу закрываете потребности, пока она получает то, что она получает, вы получаете то, что вы получаете, у вас будет крепкая семья. Потом добавляются бабушки, дедушки, они тоже что-то получают. Бабушке нужно играть с внуками, она от этого получает удовольствие. В обмен на это она готовит вам вкусные борщи и пироги и так далее. И это, еще раз подчеркну, ключевое слово самое дешевое, потому что это оптимальное. Хорошо, может быть, слово дешевое вам не нравится. Оптимальная комбинация людей в закрытом пространстве. Оптимально. Мне невыгодно или не оптимально каждый там неделю новую красавицу иметь. Ну, не потяну я, нет столько ресурсов у меня. Да и ей тоже невыгодно, ну, этим красавицам каждую неделю искать себе нового мужа. Это очень трудозатратно, это тяжелая процедура, она требует большого количества усилий. Поэтому оптимизируем, собираемся в семьи. Семья – это оптимально возможный способ обмена ресурсами между небольшими группами людей. Вот в этом я вижу роль семьи в обществе. И я думаю, что она всегда такая была. И это выгодно обществу в целом. Потому что если мы будем все с проблемами, и нам всем будет не хватать красавиц, а всем красавицам будет не хватать надежных мужчин рядом, то общество будет супер тревожное. В нем будет очень много нестабильности. Люди будут озабочены проблемами именно этими, которые не суперконструктивными. Ну, представьте, не знаю, большую группу мужчин, где все ищут красавиц. Не занимаются Java-программированием, не занимаются построением электростанций и запуском ракет в космос, а поиском красавиц ежедневным. Ну, понимаете, да, какой выхлоп будет у этой социальной структуры и как много они смогут создать полезного прибавочного продукта. Нужно их как-то приземлить, их интересы, сказать: окей, слушай, ну ты можешь получить себе закрыть свои потребности, и назовем это семьей. Ну и дальше социум начинает защищать такие ячейки и говорит, что раз уж вы семью создали, то это уж надолго, это уж навсегда. И затрудняет процессы сочетания людей и расхода. Бракосочетание процесс сложный и бракоразводный процесс сложный. Для чего? Для того, чтобы помешать людям выходить в зону дискомфорта. Там, где был муж и там, где была жена, до того, как они стали мужем и женой, это была зона дискомфорта. Они были в поиске. Им не хватало. Этому не хватало красавиц, а ей не хватало, ну, допустим, денег. Вот такая вот роль. Если вы хотите, вы, наверное, спрашиваете для себя, необходимо ли строить семью. Необходимо, безусловно, потому что это оптимальный способ. Без семьи вы будете... Только если у вас нет нужды особо ни в чем, если вы не понимаете, чего вам не хватает, или вам хватает всего. Допустим, у вас нет проблемы с красавицами, у вас все окей, вы не особо падки на женскую красоту, и вы вполне можете без красавицы быть. Окей, тогда вопрос, что вы хотите. Может быть, вам дети вам очень важны, вы хотите иметь детей. Тоже задайте себе вопрос, какую вы закрываете потребность, что именно вам, чего у вас нет, что вам нужно создать такую долгоиграющую историю, что вы будете получать. Ну и задайте вопрос, что получают люди, которые с вами в вашей семье. Для чего им вы? И многие не задают такой вопрос. Многие думают, что любовь. Любовь и все. Вот закрывают все рассуждения, закрываются одним словом. Любовь. Но это такой достаточно близорукий взгляд на свою жизнь. Словом «любовь» можно в 14 лет объяснить, почему вы бежите навстречу с цветами к этой девушке. Вы скажете «любовь». Да, 14-летний ребенок, если так ответит, я пойму. Но если вам 30, и вы говорите, что я строю семью, потому что у меня любовь, то это ставит под сомнение вашу осознанность. Такое слово бестолковое. Здесь оно подходит.
То есть вы не осознаете, что происходит. Вы либо близорукий, либо сами себя обманываете, либо сами себе рисуете какие-то воздушные замки, которых нет. Тогда вопрос, зачем вы это делаете? Зачем себя-то обманывать? Вместо слова «любовь» прорисуйте всю конструкцию. Посмотрите, что им, тем людям, которые с вами войдут в семью, не хватает. Что вы им будете давать, и как долго, и как много. И насколько это вас устраивает, то, что вы будете отдавать. И что вы будете получать, насколько вас это будет долго устраивать, что отдает вам условная красавица. Как долго она красавицей будет, например, такой вопрос задайте себе. Если все, что вас интересует в ней, все, что вам нужно, это красота, то, может быть, не стоит семью создавать. Может быть, можно их менять, пускай не каждый день, но каждый год. Но они тогда всегда будут красивые. Потому что если вы женитесь только потому, что она красивая, и она во всем остальном не удовлетворяет вас, но вы думаете, это не важно, красота это главное. Но через 5 лет, через 10 красота уйдет. И останется все остальное. А все остальное вас не устраивало. Вот и получите, что получите. Потом будете локти кусать. Все. Я надеюсь, я вас не разочаровал очередным своим опусом про любовь. Приходите в следующий раз. Я вас благодарю за сегодняшний стрим. Всех был рад видеть и слышать. Спасибо за вопросы. Попытаемся закончить его правильно, технически. Пока-пока.